Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и сейчас мы поговорим о такой проблеме, которая не позволяет передавать файлы в папку Android, а также полноценно искать какие-то нужные файлы там. Если вам знакома такая вот проблема, в целях защиты вашей конфиденциальности мы заблокировали доступ к этой папке. Для чего же вообще нужен доступ к папке Android и к его корневому разделу? Раньше, к примеру, вот такие приложения, как Mixplorer, позволяли залазить в эти папки и в корневые разделы. Без труда полностью подчищать там кэш, всякий ненужный мусор и так далее. А также мы могли заходить в папку Android, но это и сейчас возможно, но раньше можно было переносить сюда любые файлы. Сейчас же шариться в этих папках не предоставляется возможным, а также передавать туда какие-то файлы. И я решил поискать, какие же выходы из данной ситуации сейчас имеются. А также я искал способ, как можно почистить свой смартфон с помощью каких-то мощных проводников, как это было возможно в более ранних версиях Android. Вообще доступ к папке Android начали блокировать в Android 13. Все это дело рук Гугла. Но потом со временем, с обновлением системы безопасности Android, все это начало прилетать и даже на Android 11 и 12. В общем, сейчас покажу, как получить доступ к папке Android 13 и к ее корневому разделу. Друзья, сразу здесь к слову скажу, что полностью это восстановить как раньше не получится. То есть полного доступа к этим папкам мы все равно не получим. Я облазил все форумы, весь интернет, применил все знания, которые у меня есть, и нашел некоторые решения. Сейчас я их вам и покажу. Итак, если вы хотите проникать в папку Android и к ее корневому разделу, и там удалять файлы, либо добавлять свои-подменять, вам нужно сделать следующее. Зайдите в Play Market. В поиске напишите проводник Google и найдите такое приложение Google Files. Открываем его. И если вы им не пользуетесь, то просто его удаляем. Если же вы им пользуетесь, то лучше его отключить. Далее в том же Play Market напишите в поиске Files. Вам нужно найти вот такое приложение Files. Запомните его ярлык, чтобы не найти другое. Его разработчик Mark Apps Software. Установите его себе на смартфон. Если вдруг вы не нашли его в Play Market, можете забить в Google и скачать его из интернета. С помощью этого приложения мы сможем частично иметь доступ к папке Android и ко всему ее каталогу. Также, забегая немного вперед, нам понадобится еще одно приложение Explore. С помощью него мы будем подчищать смартфон. Полную версию этого приложения вы сможете скачать в моем Telegram. Не забудьте подписаться на телегу. Итак, заходим в приложение Files, папка Android, основной раздел Data. И здесь уже на ваше усмотрение, что вы хотите здесь делать. Например, удалять какие-то файлы, подменять их и так далее. К примеру, в одном из предыдущих своих роликов я показывал, как с помощью подмены файла поставить любую картинку на экран блокировки Xiaomi. Также можно подменять какие-то другие файлы. Например, знаете, когда у вас разряжается смартфон, происходит какой-то звук. Можно его подменить на свой. К примеру, на голос ваш смартфон разряжается. У людей-энтузиастов, занимающихся Android, здесь разные цели. Если что, ссылку на это видео, как на смартфонах Xiaomi подменить любую картинку на вашу, оставлю в описании под этим роликом. И вот просто, к примеру, в этом же каталоге я пройду в ту папку, где лежат все наши темы и все картинки с экранов блокировки. Com Android Them Manager, Files, MIUI, Them, Data, Content. По сути, друзья, смотрите, в папке Content много материала. Например, Boot Animation. Это анимация загрузки. Также виджеты часов, иконки и так далее. Но нам нужен Lock Screen, то есть экран блокировки. Теперь, чтобы скопировать или перетянуть сюда любой файл, делаем следующее. Нажимаем три точки, новое окно, вызываем фоновое меню, удерживаем, делаем разделение экрана и клацаем по этому приложению. Теперь у нас открылось два окна одного и того же приложения, файлы. В нижнем нажимаем три полоски, ваше устройство, находим здесь тот файл, который вы хотите перенести сюда. Файл для переноса мы нашли. Выделяем его, потом отпускаем, зажимаем по нему еще раз и переносим наверх. Он появляется здесь. Вот такая лазейка есть через защиту Google. Теперь, друзья, о том, как подчистить свой смартфон через приложение Explore.
Внизу по ссылке в описании под этим роликом вы сможете скачать полную версию в моем Telegram. И повторюсь, не забудьте подписаться на мой Telegram, чтобы не пропускать полезные файлы и ролики. Также, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео и подписывайтесь на YouTube канал. Итак, приложение Explore мы скачали, устанавливаем его. Друзья, как я говорил в начале видео, раньше в тех версиях Android, где еще не было этой защиты от Google, через такие вот приложения, как Explorer или Mixplorer, можно было очень хорошо подчищать свой смартфон. В телефоне со временем накапливается очень много файлов в виде кэша, всякого мусора и разного рода загрузок из интернета. Итак, открываем приложение Mixplorer, разрешаем доступ ко всем файлам, шагаем назад. Разрешаем уведомления. Итак, скажу, что эта чистка будет актуальна для всех Android смартфонов, но в частности, в особенности это будет касаться смартфонов Realme, Oppo и OnePlus, а также Meizu и еще некоторых моделей. Когда-то я пользовался вот этим смартфоном Meizu. Его внутреннее хранилище 64 гигабайта. Я раньше часто снимал на него видео и фотографировал. Так вот, смотрите, друзья, если здесь сделать фото, а потом его удалить, фото как будто бы исчезает, его здесь нет. И даже если зайти в родной проводник, поискать где-то это фото, его здесь не будет, как будто оно полностью удалилось. Так вот, на смартфонах Realme, Oppo и OnePlus похожая ситуация. Делаем фото, потом его удаляем. В камере как будто его и нет. И далеко не все простые пользователи знают, что на многих смартфонах присутствует корзина, куда и сбрасываются все эти фото и видео. Сейчас я нахожусь в родном проводнике Realme. Если зайти в память устройства, папка DCIM, камера, здесь-то мы и увидим все наши фотографии, в том числе и мусорные, а также здесь могут быть мусорные видео. И чтобы с легкостью чистить мусор, заходим в Explorer, нажимаем три точки, настройки, спускаемся вниз, использовать корзину, нажимаем отключен. Шагаем назад. Теперь вот в этой полоске находим поиск, нажимаем на него. Пишем здесь слово трэш, без всяких кавычек и скобочек. Нажимаем ОК. Так вот, в этом приложении происходит глобальный поиск всякого мусора. Его даже может не быть в папке DCIM, куда ранее я заходил. В общем, напротив результатов поиска выделяем галочку. Теперь удерживаем на любом файле. Свойства. Смотрим размер нашего мусора. Сейчас все это очистится. Еще раз удерживаем на каком-то файле. Удалить. При этом, конечно же, все ваши нормальные фото и видео сохранятся, удаляются только мусорные из корзины, которые вам были не нужны. Теперь стрелочкой шагаем назад, внутренняя память, еще раз нажимаем линзу. Друзья, сразу здесь скажу, если прописать кэш, то никакие файлы у вас здесь не найдутся. К сожалению, никакие проводники пока что не обходят защиту Google, которая не позволяет копаться во многих файлах. Раньше, если прописать слово кэш, нажать поиск, то здесь находится уйма файлов, которые могут достигать от 2 гигабайт и более, и все это можно было очистить. И пока что прохода к папке кэш у нас нету, пока есть защита Google. Если кто-то в комментариях будет писать, что на самом деле проход есть к этой папке, пожалуйста, расскажите этот способ. Скорее всего, просто у вас нет защиты от Google. Либо у вас старая версия Android, либо патч безопасности от Google у вас не прилетал. Других способов просто пока нет. Также здесь же в поиске можно поискать еще файлы EXO. Нажимаем ОК. Напротив результата поиска выделяем галочку, удерживаем на одном из файлов, нажимаем удалить. ОК. В принципе, пока что вот этим и ограничивается поиск мусорных ненужных файлов на нашем смартфоне. Google почему-то посчитала нужным закрыть доступ к папке Android. Поэтому повторюсь, что ни один проводник и ни одна программа на данный момент не может полностью шариться в этой папке. Также по поводу смартфонов Xiaomi и очистки трэш-файлов, то есть очистки удаленных фотографий. На Xiaomi такие фотографии удаляются сразу, сами. Если вы делаете фото, а потом его удаляете, то оно удаляется полностью.
И на Xiaomi вы хорошо можете подчистить корзину, если вы пользуетесь какими-то сторонними камерами. Вот они-то переносят удаленные файлы в корзину, они полностью их удаляют. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно было вам полезно. Подписывайтесь на канал, если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.